Этот остров отделился от остальной суши почти 90 миллионов лет назад, и все, что произошло на нем за это время, происходило в одиночестве. Если вы думаете, что он ничем не отличается от Африки, то сильно заблуждаетесь. Эволюция здесь шла своей дорогой так долго, что теперь он в буквальном смысле выглядит как отдельная планета. Здесь живут приматы размером с ладонь, и приматы, чей крик слышен за километр. Здесь растут деревья, похожие на колонны от заброшенного храма. Здесь есть пейзажи, которые легко принять за поверхность другой планеты. 8 из 10 животных и растений Мадагаскара не встречаются больше нигде на Земле. Это значит, что почти все живое на острове – местное изобретение, созданное силами одного маленького куска суши, некогда отрезанного от мира. И чтобы нам понять, почему так произошло, давайте заглянем в геологию планеты. Когда-то Мадагаскар был частью большого южного материка, который сегодня называют Гондваной. Около 160 миллионов лет назад этот материк начал распадаться. От Африки сначала откололся блок, в который входили будущая Индия, Шри-Ланка, Антарктида, Австралия и сам Мадагаскар. Потом и этот блок начал распадаться. Около 88 миллионов лет назад Мадагаскар окончательно отделился от индийской плиты и с тех пор плывет сам по себе, в стороне от континентов по теплому Индийскому океану. Это очень большой срок. За 80 миллионов лет на Земле успели появиться и исчезнуть динозавры, родились современные млекопитающие, поднялись и осыпались целые горные системы. Мадагаскар все это время оставался отдельным экспериментом. На нем не появились большие хищники из Африки, не пришли крупные копытные, не пришли обезьяны, не пришли змеи современного типа. Те животные и растения, которые на момент раскола успели оказаться на острове, остались наедине с пространством и временем и заняли в нем все ниши, какие смогли. Сегодня на месте этого древнего эксперимента 4-й по площади остров мира. Он вытянут с севера на юг почти на 1500 километров. Восток заливают муссоны, и там стоит влажный тропический лес. На центральном плато прохладнее, и климат больше похож на горный. Запад – суша, юг – почти пустыня. Один остров вмещает в себя такое разнообразие условий, какое в других местах планеты разнесено по разным странам и широтам. И каждое из этих условий вылепило свой набор живых существ. Самые известные животные Мадагаскара – лемуры. Это древняя группа приматов. Когда-то их предки жили и в Африке, и в Азии, и в Северной Америке. Потом на материках появились обезьяны, более сообразительные, более быстрые и лучше приспособленные. И почти везде они вытеснили лемуров полностью. На материках сегодня лемуров не осталось ни одного. На Мадагаскар же обезьяны попасть не успели. Остров отделился слишком рано, еще до их появления, и лемуры остались здесь без конкурентов. Они спокойно разошлись по острову, разделились на множество видов и заняли все ниши, которые в других местах достались обезьянам. Сегодня известно более 100 видов лемуров, и все они живут только на Мадагаскаре. Самый крупный из них называется индри. Это черно-белый зверь весом около 10 килограммов, с короткими лапами и почти без хвоста. Он живет парами, и его пара поет. По утрам и ближе к вечеру самец и самка садятся высоко в кронах и начинают перекличку. Их голоса разносятся на 2-3 километра. В долинах эти звуки многократно отражаются, накладываются друг на друга, и кажется, будто поет сразу весь лес. Этот звук – одна из главных природных особенностей восточного Мадагаскара.
Совсем другой лемур называется сифака. Он живет в сухих лесах запада и юга и лазает по деревьям ловко, как любой другой примат. Но когда сифаке надо пересечь открытое место между двумя деревьями, он не идет. Он становится прямо, ставит ноги вместе и начинает прыгать боком. Длинные тонкие лапы выпрямляются, тело откидывается назад, и сифака пересекает поляну серией боковых скачков, как танцор, который повторяет одно и то же движение. Так он бережет энергию. Для длинных вертикальных лап обычная ходьба неудобна, а длинные прыжки боком оказываются эффективнее. Зрелище удивительное и смешное. Самый маленький мадагаскарский лемур – мышиный, и он действительно размером с мышь. Взрослый зверь весит 30-40 граммов, помещается на ладони и легко прячется в горсти листвы. Это самый маленький примат на Земле, и при этом один из самых распространенных. Мышиных лемуров на острове, по разным оценкам, миллионы. Они активны ночью, питаются насекомыми, плодами, нектаром и редко попадаются человеку на глаза, хотя живут совсем рядом с деревнями. Среди лемуров есть и тот, кого даже сами жители Мадагаскара долго считали не зверем, а ходячим несчастьем. Называется он ай-ай, или по-другому руконожка. Это ночное животное размером с кошку, с большими ушами, как у летучей мыши, с длинными, постоянно растущими зубами, как у грызунов, и с невероятным средним пальцем на передних лапах. Этот палец длиннее остальных в 2-3 раза, тонкий и подвижный, как сухая веточка. Ай-ай ходит по стволам деревьев, простукивает кору и слушает. Когда внутри ствола обнаруживается личинка, он прогрызает дырку и достает добычу этим самым пальцем. Ни одно другое млекопитающее в мире так не охотится. Этот способ повторяет по сути то, что в других экосистемах делает дятел. На Мадагаскаре дятлов нет, нишу заняла ай-ай-руконожка. Местные традиции связали его внешность со смертью и неудачей, и в некоторых районах до сих пор считается, что встреча с руконожкой не сулит ничего хорошего. Из-за этого его веками несправедливо истребляли. Численность вида до сих пор низкая. Главный хищник Мадагаскара, тоже здешнего, островного происхождения. Он называется фосса. С виду фосса напоминает помесь кошки, выдры и куницы. Длинное тело, короткие лапы, длинный хвост, маленькая морда. Долго думали, что это родственник кошачьих. Сейчас известно, что ее ближайшая родня – мангусты, попавшие на остров много миллионов лет назад. Фосса охотится на лемуров. Это единственное животное, которое может догнать их в кронах деревьев. Если убрать фоссу из лесов, популяции лемуров начинают расти и подъедать листву быстрее, чем она восстанавливается. То есть весь верхний этаж леса держится в равновесии, по сути, одним хищником. Других у острова не было. Кроме лемуров и фоссы, на Мадагаскаре много мелких млекопитающих, которых на материках никто не видел. Самая интересная их группа – тенреки. Это насекомоядные зверьки, и в одиночку они проделали то, что в других местах сделали много разных видов. Одни тенреки внешне похожи на ежей, с иглами и привычкой сворачиваться в шар. Другие напоминают землероек. Третьи научились жить в воде и ловить мелкую живность, как маленькие выдры. Если убрать с фотографии хвост и подпись, многих тенреков легко принять за животных из Европы или Северной Америки. Но все они потомки одного предка, который однажды попал на пустой остров и за десятки миллионов лет занял все свободные ниши. Это редкий и очень наглядный пример того, как эволюция, оказавшись в изоляции, способна повторить собственные удачные решения. Если на острове млекопитающими правят лемуры, то среди рептилий главные – хамелеоны. Почти половина всех хамелеонов мира обитает на Мадагаскаре. Гигантский хамелеон – один из самых крупных, но заметить его почти невозможно. Он мастерски маскируется, полностью сливаясь с окружением. Парсонов хамелеон – медлительный тяжеловес, который достигает 70 см в длину.
Над глазами у него сидят заметные роговые наросты, придающие зверю суровый вид. Пантеровый хамелеон самый яркий. Его кожа переливается бирюзовым, красным, желтым и зеленым. И что интересно, в каждой изолированной части острова окраска своя, будто природа подбирала особую палитру. А еще есть совсем крошечные хамелеончики из рода брукезия, размером с ноготок. Вся их жизнь проходит в лесной подстилке. С хамелеонами связано распространенное заблуждение. Принято считать, что они меняют цвет, чтобы маскироваться. В действительности смена цвета – это в первую очередь язык. Самцы темнеют, когда злятся, и становятся ярче, когда хотят произвести впечатление. Самки сообщают цветом о готовности к размножению или о том, что эта тема закрыта. Цвет помогает хамелеону управлять температурой тела. На утреннем солнце он темнеет и быстрее согревается, а в разгар дня светлеет, чтобы не перегреться. Маскировка, кстати, тоже работает, но это лишь одна деталь в куда более сложной системе. Еще одна заметная группа здешних рептилий – дневные гекконы рода Филизума. Они мелкие, ярко-зеленые и часто покрыты красными пятнами или полосами. Эти гекконы активны днем, что для гекконов вообще не характерно. Большинство их родственников по миру охотятся в темноте. На Мадагаскаре филизумы освоили дневную нишу, которую никто не занимал, и стали живыми самоцветами. На темной коре их видно за версту. Среди черепах острова самая известная – лучистая. Ее панцирь темный, почти черный, а по каждой пластине от центра расходятся яркие желтые полосы – настоящий звездчатый узор. Живет она в сухих лесах на юге, ест листья, кактусы, плоды и способна дожить до глубокой старости. Сейчас лучистая черепаха почти исчезла из природы, и виновата в этом браконьерство. Панцири продают как сувениры, а живых особей вывозят для продажи как экзотику. По оценкам, за последние 20-30 лет диких черепах стало меньше в десятки раз. К числу того, что Мадагаскар уже потерял, относятся существа, рядом с которыми все описанное выше кажется маленьким. Когда первые люди добрались до острова, а это произошло всего около 2000 лет назад, по геологическим меркам почти вчера, здесь жили лемуры размером с гориллу. Они весили до 200 килограммов, держались на земле и в нижнем ярусе леса, ели листья и плоды. Их кости находят в пещерах острова до сих пор. Еще здесь жили нелетающие птицы, эпиорнисы, иногда называемые слоновыми птицами. Самые крупные эпиорнисы достигали 3 метров в высоту и веса до 700 килограммов. Они откладывали яйца размером с 10-литровое ведро, крупнее любых известных птичьих яиц вообще. Жил на острове и карликовый бегемот. Когда-то его предки, обычные африканские бегемоты, попали на Мадагаскар задолго до людей и со временем измельчали. После прихода человека вся эта древняя живность пропала, буквально за несколько веков. Кого-то просто съели, кто-то лишился леса, а кто-то не смог ужиться с невиданным раньше хищником, который пришел с огнем и оружием. То же самое касается растений. На Мадагаскаре растет примерно 11 тысяч видов растений, и около 80% из них не встречаются больше нигде. Главный их символ – баобаб. В мире всего 8 видов баобабов, и 6 из них живут только здесь. Это очень странные деревья. У баобаба огромный бочкообразный ствол, в котором запасается вода, и относительно скромная крона на самой верхушке. Издалека они выглядят колоннами, поставленными в открытом поле. На западном побережье острова есть знаменитая аллея баобабов. Короткий участок дороги, по обе стороны которого стоят несколько десятков деревьев, каждому из которых от 500 до 1000 лет.
Когда-то они росли внутри сплошного сухого леса. Лес вокруг был сведен под поля. Баобабы остались стоять, потому что их древесина не годится ни на топливо, ни на постройку, и местные жители никогда их не трогали. Вот и получается, что эти гигантские могучие деревья посреди полей и пастбищ – единственные свидетели некогда существовавшего здесь леса. На Мадагаскаре живут почти 30 миллионов человек. Столица называется Антананариву. Она стоит не на побережье, как почти все крупные города тропических островов, а в центре острова, на высоте больше километра над уровнем моря. Город построен на холмах. Дома лепятся друг к другу по склонам. Узкие улицы идут вверх и вниз. И сверху все это похоже не на африканский город, а скорее на старый горный городок где-то в Южной Европе. Климат тоже не тропический. Днем тепло, по утрам прохладно, иногда даже холодно. На главном холме стоит Рува, дворец малагасийских королей и королев, которые в XIX веке смогли объединить остров в единое государство. Сегодня это первое, что видно, когда подлетаешь к городу. Самое неожиданное в жителях Мадагаскара – это их язык. По логике он должен быть похож на языки соседней Африки. До материка всего 400 километров. Но малагасийский язык не африканский. Он родственен языкам Индонезии и Борнео. Тысячи и тысячи километров через весь Индийский океан. Это значит, что первые люди приплыли сюда не с близкого африканского побережья, а с другого края океана, на лодках через открытое море. Когда именно и как это произошло, до сих пор спорят. Но факт остается фактом. Жители одного из крупнейших островов у Африки говорят на языке, ближайшие родственники которого находятся в Юго-Восточной Азии. За пределами столицы жизнь выглядит совсем иначе. Большинство людей живет в деревнях, на земле, в маленьких домах из глины, кирпича и тростника. Главное животное в хозяйстве – зебу, горбатая корова с длинными рогами и большим горбом на холке. Зебу здесь повсюду. На нем пашут, его запрягают в повозку, его мясо едят по праздникам, а сами животные считаются признаком достатка. Чем больше у семьи зебу, тем она богаче. На пастбищах их видно сразу. Они отличаются от любой европейской коровы и горбом, и осанкой. Ландшафты Мадагаскара такие же странные, как и его обитатели. Самый известный из них – каменный лес Цингиде-Бимараха на западе острова. Это огромное поле, покрытое тонкими острыми известняковыми пиками. Они стоят плотно друг к другу, иногда поднимаются на 40-50 метров и образуют сплошную игольчатую поверхность, по которой невозможно пройти без специального снаряжения. Слово «цинги» в переводе с малагасийского означает примерно то, на чем нельзя ходить босиком. Эти пики – результат эрозии. Когда-то здесь было плато из мягкого известняка. Дожди и подземные воды веками растворяли камень, оставляя самые твердые его части – узкие, вертикальные, как лезвия. Между ними образовались глубокие ущелья, в которых прячутся редкие лемуры и эндемичные птицы. Цинги – одно из самых странных мест на Земле, и единственное место такого размера и такого облика, существующее в природе. Совсем другой мир на востоке. Там, где с океана дует постоянный влажный ветер, стоит тропический лес. Он покрыт мхами, папоротниками, лианами. По утрам в нем густой туман, и в этом тумане раздаются голоса индри. Здесь же живут те самые яркие хамелеоны, самые редкие гекконы и большая часть лесных лемуров. Восточные леса Мадагаскара – главный резерв биоразнообразия острова и одновременно самая уязвимая часть его экосистемы. Центральное плато сегодня выглядит совсем не так, как несколько столетий назад. Раньше здесь росли леса. Сейчас почти все плато – голые холмы, поросшие травой, изрезанные глубокими красными оврагами. Почва Мадагаскара богата железом, поэтому при размывании земля обнажается ярко-рыжего цвета.
Реки, стекающие из плато к океану, окрашены в густо-красный. Когда смотришь сверху на побережье, видно, как из устьев рек в синюю воду уходят длинные красные шлейфы. Это смытая земля. Каждый год ее уносят с острова в океан в количествах, которые можно сравнить с массой целых холмов. Этот красный цвет – главный признак того, что с островом что-то не так. Причина одна, и она простая. Леса Мадагаскара рубят и сжигают. Местная сельскохозяйственная практика называется тави. Это подсечно-огневое земледелие. Участок леса вырубается, оставшийся сжигается. На обожженной земле 2-3 года выращивают рис или другие культуры. Потом почва истощается и берут следующий участок. Когда людей было мало, лес успевал восстанавливаться. Сейчас людей больше, восстанавливаться лесу некогда, и территория, на которой когда-то стоял сплошной зеленый покров, превратилась в чередование полей, пастбищ и оврагов. По разным оценкам, за последние 60-70 лет Мадагаскар потерял около половины своих первичных лесов. По другим оценкам, больше. Корень этой проблемы кроется не в слабой воле и не в неуважении к природе. Мадагаскар – одна из беднейших стран мира. Большая часть населения живет в сельской местности, без электричества, без доступа к современному рынку и без альтернативных источников топлива. Лес для такого хозяйства – это и поле, и дрова, и материал для дома. Запретить тави, не предложив ничего взамен, бессмысленно. Люди продолжат жечь, потому что иначе они не выживут. Спасать природу, забыв о людях – гиблое дело. К рукотворным проблемам в последние десятилетия добавился климат. Юг Мадагаскара исторически был сухим, но в последние годы он перестал получать даже минимум воды. Несколько лет подряд там почти не было дождей. Это привело к голоду, который поразил десятки тысяч людей. Юг острова стал одной из первых территорий, где международные организации напрямую связали продовольственный кризис с изменением климата, а не с какой-либо другой причиной. Параллельно восточное побережье острова, наоборот, бьют все более частые и сильные тропические циклоны. Они срывают леса, разрушают деревни, смывают почву. Климат как будто разрывает остров пополам. На юге становится все суше, на востоке все влажнее и опаснее. Отдельная проблема – нелегальный вывоз. Розовое дерево, ценные сапфиры, хамелеоны, лучистые черепахи, лемуры – все это вывозится с острова годами. Часть уходит в страны, где из розового дерева делают дорогую мебель, часть – в коллекции экзотических питомцев. Хамелеоны и черепахи доезжают до покупателей в живом виде далеко не всегда. При контрабанде большинство гибнет. Тем не менее, спрос есть, и он не уменьшается. Каждый изъятый из природы взрослый зверь – это потерянная часть и без того тонкой популяции. Ситуацию усугубляют завезенные виды. На остров вместе с людьми попали крысы, кошки и собаки. Позже добавилась азиатская жаба ага, ядовитая для большинства местных хищников. Ввозили ее, кажется, ради борьбы с насекомыми, а получили вид, который местные змеи и хищные птицы не умеют есть, и в попытках это сделать просто гибнут. Инвазивные виды бьют по острову не так заметно, как пожары и браконьерство, но действуют постоянно и почти не поддаются обратному изгнанию. Если посмотреть на все это вместе, картина получается печальная. Но это не первая катастрофа в истории острова. Первую он уже пережил, когда сюда пришли люди, исчезли лемуры размером с гориллу, эпиорнисы, карликовые бегемоты, гигантские черепахи. Их кости лежат в пещерах вместе с углями и каменными орудиями. Тогда волна вымираний прошла за несколько столетий и закончилась. Сейчас идет вторая волна, и она пока не закончена. От того, как поведет себя ближайшее поколение, зависит, останется ли на острове хоть что-то от его уникальности к концу века. Тем не менее, на острове есть и обратное движение. Существуют национальные парки.
Внутри этих территорий лес сохраняется, лемуры размножаются, хамелеоны живут. Местные общины, особенно там, где парк приносит туристические деньги, все чаще оказываются заинтересованы в сохранении леса вокруг себя. Потому что лес стал ресурсом, который можно показать гостям, а не только сжечь под рис. Появляются программы реинтродукции редких видов. Появляются проекты, в которых жителям предлагают альтернативные источники дохода – пчеловодство, ремесла, выращивание ванили, работу проводниками. Это работает медленно, и масштаб этих проектов не сравним с масштабом потерь. Но они существуют, и это, возможно, единственный способ остановить вторую волну. 80 миллионов лет одиночества создали этот мир. 2000 лет соседства с человеком хватило, чтобы поставить его существование под вопрос. Что станет с островом дальше, зависит уже не от геологии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и бейте в бубенчик. Всего вам наилучшего и увидимся в новом выпуске.